Итак, друзья, продолжаем. Сейчас мы поработаем над нашим сердечком. Что я хочу сделать? Я хочу немножко усугубить тени. Работаем теми же самыми красками. И дать посветлее тон. Это новая краска, кстати, у нас появилась туда. Так. Она у меня немножко засрана. Я добавляю в розовый 71257 Voyager. Этой смесью работаю в пиках. Сейчас я сделаю вам поближе, чтобы вы видели. В пиковых высветлениях. Сейчас мы его высветим с вами. Высветлим. А потом еще дадим теней. Везде проходим, где предполагается выпуклости у нас, да, на сердце. Я сглаживаю сразу, чтобы не промывать ничего, не проливать, сразу же розовым полностью нашу смесь. Так. Нам нужно создать впечатление, просто впечатление, что здесь вот, например, да, у нас сердечная мышца выпуклая. Что мы и делаем, да? Надо, наверное, взять немножко. Возьму-ка я Voyager 72711 для теней. Это бордовая краска. И буду сводить на нет с помощью нее. Посмотрим. Дальше, коричневый далеко, я просто его не достал. Пока этим поработаем. Все делаем то же самое, да? Блендинг тот же самый, растяжка. Бордовый цвет на самом деле даст нас немножко живости. Это у нас все было очень оранжево. Так, где у нас еще выпуклости? Вот здесь. Мы их сейчас дадим здесь. Так, берем розовую чисто. Вот здесь придется растягивать еще и оранжевым. Давайте добавим наш оранжевый, напомню, 71130. Смешаем его с розовым. Сделаем переход плавненький. Потом добавим бордо вот здесь вот. Я не буду везде добавлять бордовый, да, просто в некоторых местах. Пусть у нас будет такое ощущение сердца, которое уже давно подключено к механическим имплантам, да, и оно такое местами полуотмершая, может быть, или заболевшая ткань. Так, вот видите, уже лучше получилось. Теперь у меня есть идея более светлого тона дать. Добавлю-ка я в нашу смесь еще белого. Посмотрим, что будет. Беленького чисто беленького.
Это эксперимент чистой воды. Я люблю это делать. Никакого плана. Все по ходу дела. Так, замешаем-ка мы его с оранжевым. Белый с оранжевым. Посмотрим, что здесь будет. О, вот так вот. И жидко-жидко-жидко. Видите, да? Просто жидко-жидко. Совсем жидко. Краска совершенно разведенная. Просто как этот самый. Вот здесь мы добавим вот так. Это у нас металлическая деталька. Мы ее потом проработаем. Здесь мы сделаем... Я хочу сделать в разных местах разный оттенок высветления, поэтому вот здесь я добавил немножко оранжевого, белый, чтобы создать впечатление. Вот если вы посмотрите на кусок мяса, в нем есть пленка, да, такая, и на некоторых местах пленка закрывает саму мышцу. И вот оно имеет оттенок вот такой вот зеленовато, может, сизый, да? Вот мы этого добьемся, наверное, с помощью наших смесей белого и оранжевого. Смешиваю их 50 на 50. Вот здесь, может быть, вот здесь что тоже сделаем так. Поскольку здесь пик, я в самом пике создам еще, наверное, и поярче беленького. Так, и здесь мы его сведем на нет оранжевым тоже. И получается сердце такое разноцветное немножко. Ну, вот как я говорил, да, если мы посмотрим на кусок мяса, ну, в некоторых местах оно закрыто пленкой, в некоторых не закрыто. Вот у нас такой эффект создается. Немножко попахивает нургляской темой, конечно, я согласен. Но посмотрим, что дальше будет. То есть всегда поправить можно. Здесь вот возьму бордовый, смешаю его с оранжевым немножко и вот так вот сделаю. И здесь тоже. А теперь хочется, наверное, усугубить немного тени. Чем мы дадим тени? Попробуем тени дать вот этим вот 71-128 серым. Серая краска Валеджо. Мы возьмем ее немного. Так, если мы ее замешаем с бордовым, получается сизый цвет такой. Интересно. Давайте попробуем им дать тени. Не везде, скажем, да? Так, а вытягивать я буду вот здесь вот оранжевым, например, с небольшой долей. Вот так вот, раз, блендинг сделаем. Так, ну, не особо пока работает, как по мне. Серый. Но зато им можно пройтись по нашим... Если мы добавим больше бордового, мы сможем нарисовать очень похожие кровеносные сосуды. Их надо будет только высветлить потом. Вот так вот раз. Так, все-таки тени серым не пойдут. Давайте добавим еще черного. Чисто черного. Сейчас мы его берем немного, разбавляем его водой. Нам просто придется, во-первых, дать окантовку металлическим деталям. И поскольку они у нас напрягаются, да, вот здесь вот в напряжении находятся, напрягают мышцу саму, да, своим присутствием, так скажем, мы вот здесь вот по краю дадим затемнение. Затемнение будет переходить
Вот с оранжевым смешиваю в такую. Вот здесь вот чисто черный, вот здесь вот просто черный цвет дам сейчас. Вот так вот, сейчас мы его растянем только. Чуть-чуть. Ну, чтоб рельеф был хоть какой-то у нас, потому что пока что... Ну, вживую смотрится неплохо уже неплохо, но рельефа нужного мне нет. А мне хочется, чтобы рельефность была, мышца видна. Поэтому я вот делаю такие вот проработки черным цветом. Такой же черный я, наверное, добавлю по границе металла. Вот здесь вот. Буду сходить на нет. Сейчас мы его подрастянем. Опять же, смываешь кисточку для растяжки, да? И просто влажной кистью его растягиваешь. Так, еще мы выделим, наверное, саму мышцу. Окантовкой. Так, уже лучше, да? Теперь точно такую же тень надо черной дать по всему, наверное, металлу. Вот здесь вот тоже. Она сходит, ну, видите, да? Вот здесь она глубокая. А вот сюда сходит на нет. Так, еще немножко. Вот так вот. Так. Дадим окантовочку вот здесь вот. И окантовку дадим шипам, скобам, которые держат на сердце вот этот имплант. Чтобы он как бы выделялся. Сейчас мы еще его проработаем, и тогда он будет действительно выделяться. Пока мы его не проработали. Так, вот здесь вот мы сделаем, наверное, ему толщину дадим черный просто этим скобом, что они толстые. Вот здесь тоже получается нужно. Оп. Так, у нас еще один образовался там, он заход. Он его обнимает, да, вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот уже, видите, появляется, и сердце начинает играть, видите, да? Живенькое такое становится. Так. Так, что у нас еще тут? Электрод. Я размышлял над тем, чтобы светящийся элемент какой-то добавить. Пока я еще не знаю, надо ли нам этим морочиться или не надо, потому что, чтобы наш элемент светился, ему нужно, ну, например, вот здесь лампочка будет светиться, отблеск нужно давать по-любому. Я пока смущен этим вопросом в плане того, что не слишком ли сложно все это получится у нас. И вы не поймете. Ну, посмотрим дальше. Все-таки мы рисуем сложный фрихенд. Он сложен не только композицией, да, но и цветовыми решениями, да. Сразу, чтобы вы понимали, чем сложность фрихенда. Чем цветовые решения сложнее, тем он более реалистичный. Наш фрихенд. Вопрос. Будем ли мы сделать лапы рисовать на этом? Наверное, не будем пока. Так, а вот здесь у нас наша трубочка идет, да? Здесь мы нарисуем тень ей. А тень мы нарисуем смесью черного
и оранжевого. Вот так вот. Она идет на нет. Повторять она должна у нас контур изгиба. Но вот здесь вот в углу должно быть совсем черной краской. Чтобы дать глубину, что он все-таки виснул у вас, как объяснить, создать ощущение 3D. Да, можно будет черный добавить. Но я думаю, черного здесь везде пройтись. Вот так вот, раз. Может быть, здесь тоже дадим вот такую штуку. Так вот пойдет электрод. Потому что так она как-то не очень одиноко, имплантик смотрится. Так, для электрода у нас есть своя краска. Как всегда, вы помните, да? Сейчас мы ее возьмем. Прорисуем электродик. Замешаем его сейчас с оранжевым, чтобы видно было. Посветлее сделали. И сделаем электрод. И он заходит вот туда. Прорисуем его попозже. Вообще железками не знаю, сейчас будем заниматься или попозже, сейчас посмотрим. Главная идея была сейчас заняться прорисовкой самой сердечной мышцы. Не надо, мне кажется, еще поработать над ней. Над этой прорисовкой. Походу я вот даю окантовку черным всем нашим деталькам. Проработаем, наверное, чуть по... Ну, не знаю, сейчас посмотрим, как пойдет. Вот так. Раз, раз, раз. Так, и здесь тоже, да? Ну, здесь надо было бы еще... Надо подумать. Будем ли мы здесь продолжать делать что? Так, а где у нас? Вот. Смесь, лапку нарисуем заодно. Ну... Думаю, надо бы... Вот здесь вот эту вот штучку еще более сделать, более бледно такой зеленый. Значит, что я сделал? Я возьму голубой 71-317 и легко-легко, почти совсем вода тут у нас, да? Пройдемся вот здесь вот им. Вот так, создадим ту самую пленку. Пусть отблеск будет пленки. Здесь, наверное, и вот здесь. Так, теперь для ясности в смесь нашего оранжевого и металла, который мы рисуем, цитадель вот этой вот, смесь оранжевого и цитадель, я добавляю немножко нашего голубого. И этим, наверное, проработаю вот эту вот сейчас детальку, чтобы мы уже понимали, что к чему, да? Так, вот смотрите. Самый верхний сегмент, он, по идее, самый яркий.
потому что на него падает свет. Поэтому я его... А дальше блик проходит, то есть он сходит вот сюда вот, на середину. Начинается блик на самом краю трубки, усиливается, заполняя почти всё пространство, а потом сходит на середину трубочки и на нет. Так, а на нет у нас он сходит за... Давайте его черным обозначу. За вот этот вот шип нашей шестерни. Ну и получается вот таким макаром. Дальше этой же смесью я продолжаю здесь вот обводить самые яркие места. И вот здесь вот теперь, да, вот смотрите, я думаю, стоит дать, например, давайте отдельно оранжевый цвет. Ну, знаете, что я люблю теплоту вводить. Так вот сделаем. Раз. Так, подождите. На кисточке не оказалось оранжевого. Так, раз. Он на нет сойдет. Так вот. Некий будет отблик такой. Здесь мы его усилим на металле. Сейчас мы его проработаем немножко. То есть, поскольку у нас идет сверху направленный блик, я думаю, рефлекс, ну, сам блик поставим вот здесь вот. И мы его сейчас проработаем. Так, воды надо больше. Это пока грубый. Давайте его побольше сделаю, поближе. Это грубая проработка сейчас пока идет. Как я делаю их? Смотрите, да? Я грубыми мазками, такими рисками, создаю такие полукруги, да? Такие, как будто, ну, прям окружность повторяю. Раз. Дальше я возьму еще немножко голубого, чисто, и поставлю по центру. И также растяну этими же самыми. И вот он уже блестит, да, у вас? Тем же самым чисто голубым цветом нам следует тогда пройти вот по вот этим граням. По вот этим, потому что отблеск идет по самому верху. Вот так. Раз. 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 Вот здесь вот у нас просто можно добавить больше голубого, чтобы у нас прямо ж это место, поскольку самое яркое, мы его сделаем вот так. Потом я, наверное, промою его немножко, ну, такую промывочку сделаю базой. Ну, не знаю пока еще, стоит, не стоит, чтобы сгладить переходы. Ну, у меня нет такой грубости, некоторую я приветствую, так скажем. Здесь нет никакой задачи сделать просто идеальный. То есть, как вам объяснить? Как только начинаешь делать совсем идеально, то ну, здесь вот, то может большая вероятность есть перейти в мультик, то есть совсем идеальный, то есть, ну, не жизненно как-то будет, понимаете, да? Так, мы уже с 24 минуты с вами работаем над этим вопросом. Надо прерваться немножко, а то длинное видео получится очень. Ладно, вот на сегодня, на сейчас, да, что у нас есть. Уже конкретика появилась, да? В сердце она более живое стала, настоящее.
И даже мы успели немножко начать работать над одним шлангом. С продолжением в следующем видео.